Всем привет! Меня зовут Литвин Алексей, вы на моем YouTube-канале, и сегодня мы с вами поговорим опять же про осознанность. Продолжается эта наша серия заметки по осознанности, и сегодня я бы хотел немного раскрыть предмет сложности медитации. От чего она зависит? И это сложный, но понятный предмет. Сложная, но понятная тема. Сейчас я ее раскрою, потому что меня многие спрашивали, когда я проводил медитации на группы людей, и просто меня знакомые спрашивали вообще, от чего это зависит. И это первая группа вопросов, а второе, это вообще как можно медитировать 2 часа в тишине. То, что я выкладывал прямые эфиры, когда я медитировал просто 2 часа без всяких стимулов, и мне писали то, что вот я 2 минуты не могу промедитировать, как ты делаешь там 2 часа. Выглядит как-то невероятно просто. И на самом деле ответ на вопрос такой. Сложность медитации зависит, как я наблюдаю, от 3 факторов. Первое – это субъективно, насколько ваш ум, это самый главный фактор на самом деле, насколько ваш ум загружен в данную секунду. И исходя из этого, медитация никогда не ощущается одинаково сложной. Это всегда по-разному. Для меня, может быть, в какой-то день 10-минутная медитация будет просто невероятно. Даже там 10-20 секунд погрузиться в настоящее может быть невыносимо сложно. И у меня может даже настолько быть это сложно, что у меня даже не возникнет такая идея. Это самое, значит, все. Значит, психика не готова на данный момент вернуться в настоящее. Это самое сложное. Если у меня все же появляется идея, то, что вот я какой-то неосознанный в данный момент, погрузиться в настоящее может быть просто невероятно сложно. Это может быть, даже минута медитации, усидеть минуту в спокойствии может быть невероятной сложностью. И при этом другие дни, 10-20 минут, может быть легко, может быть час легко, может быть 1,5 легко. Это все зависит от состояния, субъективного состояния ума, насколько я уставший, потому что меня может клонить ко сну во время медитации, насколько у меня много мыслей и тревог в голове. Там тревоги, беспокойство, то, что я думаю о чем-то, планирую что-то, боюсь не забыть. Тоже, кстати, важный нюанс. Я сделаю об этом видео отдельное потом. И это важно замечать тоже, чтобы понимать, насколько будет сложно. И просто принимать это, что вот сегодня мой ум очень загружен, очень тревожен. Сегодня я очень тревожусь. И в таком случае я это понимаю. Я понимаю, что мне будет сложно в медитации, но я все равно сажусь и делаю. Принимая то, что для меня может быть очень сложно, для ума, не для меня, а для умственной части меня, может быть очень сложно погрузиться в настоящее. Это первый и самый главный фактор. Второй фактор, который влияет на сложность медитации, это ее длина. То есть сколько времени я медитирую. Минута, 5, 10, 20. Правило такое, чем дольше, тем больше разум будет сопротивляться. По многим причинам. Мол, первая причина – это зачем мне тратить столько времени. Вторая причина, может быть, это если я, допустим, выделил время на медитацию, сажусь, делаю, то потом я такой, ой, что-то я уже долго сижу, наверное, мои дела, и начинается тревога. То есть от длительности медитации вырастает сложность. И третье, из-за чего это происходит, именно из-за длительности, это потому что чем больше я возвращаюсь, у меня идет какая-то мысль. Я ее замечаю, возвращаюсь в настоящее, потом возникает следующая мысль, я возвращаюсь снова. И знаете, это как идет как углубление. Сначала выходят мысли, и чувства, которые на самой поверхности. Потом, когда я их отпускаю, замечаю, что все хорошо, разум успокаивается, и психика, грубо говоря, понимает, что сейчас безопасно заметить и другие вещи в моей жизни. И, соответственно, начинается углубление. Потом снова слой какой-то. Там этих слоев бесконечное количество может быть практически. Не бесконечное, но очень большое. И снова выходят мысли. И чем дольше, по сути, я остаюсь в медитации, тем глубже и сложнее я могу замечать чувства, которые внутри меня находятся. И, соответственно, тем сложнее их отпускать. И самый главный прогресс медитации, самый большой, который я нашел, это когда во время долгих медитаций, это там в районе часа, 1,5 часа, когда я ловлю момент, когда мне хочется встать. Я просто все, мне надоело, я встаю. Вот если
в этот момент у меня получается удержаться в осознанности и остаться, вернуться снова точно так же в 1000-й, в 100-тысячный раз, просто вернуться в здесь сейчас, сфокусироваться на дыхании, то вот там самый глубокий идет момент осознанности. Вот самый глубокий момент осознанности наступает в тот момент, когда я замечаю некое желание встать и уйти. Это самый глубокий момент осознанности наступает тогда. И это можно сказать, что такая вторая причина – это длительность. И третья причина – это стимулы, количество стимулов во время медитации. Чем больше стимулов во время медитации внешних, тем легче медитировать. Что это значит? Если я сижу и мне кто-то рассказывает, сфокусируйтесь на голове, сфокусируйтесь на коже лица, сфокусируйтесь на том-то, сейчас подышим, сейчас заметим, как наше тело, какой вес, сейчас заметим там еще что-то, и у меня нету даже секунд, чтобы отвлечься. И это как бы внешний стимул. Музыка может быть внешним стимулом, который все время меняется и тоже максимально не статичная музыка, она является наибольшим стимулом, потому что к ней не удается привыкнуть, и все время разум на это обращает внимание, соответственно, возвращается здесь сейчас. Не в мыслях куда-то, а в моменте, но слушая музыку. И, соответственно, чем больше таких стимулов происходит во время медитации, тем легче. Потому что чем их меньше, тем больше остается возможности заметить внутренние чувства. Тревоги, сомнения, желания, чувства, мысли, что угодно. Все всплывает на поверхность, и я это начинаю больше замечать. В этом смысле прогресс медитации, он идет в том, что первый пункт, который я говорил, глобальный такой пункт, это состояние ума в секунду, здесь, сейчас. На него, конечно, можно повлиять образом жизни, но он, по сути, вот как данность. Вот он сейчас такой. Такой сейчас у меня беспокойный ум или спокойный. На это как бы я с помощью практики могу повлиять, но косвенно. На второй и третий пункт, на длительность медитации и на количество стимулов уже можно повлиять. И как бы глубина медитации и ее сложность в каком-то смысле, она будет увеличиваться, если я буду увеличивать длину медитации, и уменьшаться, если я буду добавлять количество стимулов. Соответственно, самый простой вариант медитации – это максимально короткое время, то есть минута, 2, 3, 5, когда кто-то, физический человек какой-то, перед вами сидит и вам что-то рассказывает. Это самый лучший, самый простой вход, скажем так, в то, чтобы начать медитировать. Это когда кто-то будет рассказывать, обращать ваш фокус на что-то с целью какой-то такой фоновой, которая не является целью, но с тем, чтобы все-таки познакомить вас с секундами и мгновениями, когда вы остаетесь сами с собой. То есть не все время от и до вести, а давать немножко, хотя бы пару секунд. А теперь заметьте между вдохами и выдохами, есть ли там мысли. И это самый простой вариант медитации. Короткая, с большим количеством стимулов. Соответственно, то, что, допустим, я сейчас практикую, это час-два медитации без стимулов, когда просто начало, конец, все. Все остальное время я сам. Это требует реально уровня подготовки большого, в том плане, что это как бы все время с вами есть. Но это зависит от того, насколько вы тревожный, не тревожный человек, насколько вы на данный момент вообще, не в то, что даже в целом, а вот сейчас, насколько вы сейчас спокойны. Это все от этого зависит. И мне, чтобы дойти до того, чтобы у меня получалось стабильно медитировать по часу, 2 часа, мне пришлось медитировать в районе 10 лет. Плюс психотерапия, плюс различные другие, куча направлений психотерапевтических, чтобы успокаиваться, научиться и все остальное, как-то меняться. И для меня это очень большой путь. Я понимаю, что не для одного меня. И поэтому это непростой и долгий путь. Поэтому нормально то, что не получается сразу сесть и 2 часа сидеть в тишине. Это нормально. Это надо принять, и это будет принятие этого факта. Это уже медитация. В каком-то смысле это уже осознанность. Это уже первый шаг к тому, чтобы стать осознаннее. Это принимать. И здесь, опять же, как я сказал, 3 фактора, влияющих на сложность. Это ваше состояние ума,
в данную секунду, в данный день, в данный час, он может отличаться очень сильно. Это длительность медитации. Чем дольше, тем сложнее медитировать. И третье – это количество стимулов внешних. Соответственно, чтобы усложнять медитацию, если вы чувствуете, что вы готовы больше времени проводить с собой, с объективной реальностью, как она есть, тогда вы увеличиваете длину медитации, начинаете с простых, но потом увеличиваете длину и уменьшаете количество стимулов. То есть меньше, допустим, не знаю, если включать какие-то медитации где-то, вы можете кучу приложений найти в интернете, которые медитации, где есть ведущий, который говорит, на чем фокусироваться. Я буду такое делать у себя на YouTube-канале, вы сможете это найти здесь. И вы, соответственно, у вас теперь есть понимание, как двигаться, как углублять этот процесс. И конечная цель, как я это уже не раз говорил во многих своих подкастах и в видео в каких-то уже даже говорил, о том, что цель – это не сидеть, как йог, бесконечно. И все. А потом вот я помедитировал, а потом начинается моя жизнь. Нет, это все моя жизнь. Цель – это привнести состояние осознанности во всю свою жизнь, во все ее аспекты. Где я ем, когда я ем, в этом тоже. Быть осознанным, в моменте прямо. Когда я общаюсь с кем-то, когда я отдыхаю, когда я занимаюсь чем-то важным для меня, когда я занимаюсь чем-то неважным, когда я чего-то жду, когда я не жду, а что-то делаю активно. Когда я проживаю какие-то моменты, то есть привнести туда это состояние осознанности, а не только оставить его для упражнения, которое непонятно как соединяется с жизнью. Это важный момент. Поэтому я надеюсь, теперь для вас стало проще понимание того, от чего зависит сложность медитации, какие медитации будут самые простые. Это короткие и с максимальным количеством стимулов снаружи. То есть, грубо говоря, человек, есть музыка, определенный зал, какое-то новое помещение, опять же, это тоже будет какой-то стимул, а не привычная вам квартира, допустим. И все это может помочь вам начать. Поэтому я рад, что вы досмотрели это видео. Спасибо большое, что досмотрели. Подписывайтесь на канал, здесь кучу видео будет интересных и уже есть. Там я шортсы выпускаю, различные короткие видео вертикального формата, медитации, будут прямые эфиры, подкаст. Есть ссылка на подкаст, где у меня уже 100 эпизодов практически записанных, и там тоже много всего про осознанность я рассказываю, и про психотерапию, и про IT. В общем, много реально классного. Если вам захочется, я уверен, вы найдете для себя интересные вещи. Спасибо большое, что дослушали, досмотрели. И увидимся с вами в следующих выпусках.